Hola, amigos! И добро пожаловать в новый влог, где мы оказались в Мадриде и провели 4 дня, изучая город. Потрогали попки медведя, пробежались по парку и покорили новые высоты. История нашего путешествия началась ранним апрельским утром, когда на крыльях железной птицы мы полетели в сторону Испании. На нашем пути, точнее под ним, пролегал даже Магдебург, в котором мы все проживаем. Ландшафт быстро изменился, и мы даже не успели соскучиться, как оказались в Мадриде, и на этот раз на крыльях испанского метро долетели до центра. Квартира, которую мы сняли, была стильная и уютная, единственное исключение — душ. Мы пощадим ваши нервы и умолчим. Катя моментально устроила краш-тест мебели. Видимо, у нее был свой план проверки комфорта. Ката! Я! Это мы проверяем мебель. Я, конечно, могла бы помочь, но я снимаю. Мы приехали! Мы добрались! Пойдем купим еды и будем есть в парке, как обычно у нас классика. Мы туда пойдем, да? Салаты, да, обязательно. Салаты, бутерброды. Мы готовы. Ja, ich sitze einfach und dann sehe ich das plötzlich. Мы вышли прогуляться в парк в поисках тишины, но Мадрид так просто не сдался. На заднем плане был бесплатный техно-ремикс от Дрели. И все же парк оказался неплохим. Столько зелени в апреле мы никак не ожидали, особенно на контрасте с Германией. На этом мы закрыли тему ботаники и направились дальше в центр города. Знаете, что очень берет на контрасте с Италией? То, что здесь огромное количество мест, где можно сидеть. Во-первых, вот, например, мы идем, скамейка. Здесь есть детские площадки. В то время как мы были в Италии, мы ходили. И чтобы найти скамейку, нужно определенно постараться и, мне кажется, случайно продать душу дьяволу. Потому что иначе ты не найдешь sitting possibilities. А здесь их так много, что в любом месте можно сидеть. Это прям очень подкупает тебя как туриста. Ну что, здесь прям сразу видно, что мы пришли в главное и оживленное туристическое место. Честно скажу, оператор из меня иногда так себе, особенно когда речь идет о съемке больших площадей и зданий. Но поверьте нам на слово, там было просторно, светло и по-своему красиво. Моя мясная душа, однако, знала, куда ее тянет. За главной площадью есть место силы, а именно главный мясной рынок Мадрида. И вот туда меня влекло сильнее, чем любые достопримечательности.
Здесь столько народу, боже. Столько еды. Я хотела предложить, давайте вернемся в четверг, а там будет, получается, дождь планируется. И я думаю, да тут будет раза в 4 больше народу. А это просто heaven for Max. Вот это растет у меня дома в горшке, и дай боже, оно 4 сантиметра вырастет, а тут они огроменные. Ката отправляется исследовать фигуры. Практически остров Пасхи. Что хотел сказать художник? Катя видит кафедральный собор. Катя хочет зайти в кафедральный собор. Ну что ж, как и ожидалось, подойти к дворцу вплотную нам нельзя. Будем смотреть через разрешенные решетки. Постепенно становится, конечно, прохладно. Мы все это время здесь бегаем в майках, по крайней мере, я и Штефан, все остальные в блузках с длинными рукавами. Но такое начинается, вот он, ночной бриз, что становится прохладно, но все-таки на контрасте, я говорю, с 10 градусами, мне все еще тепло, поэтому я пользуюсь этой возможностью, потому что бог знает, когда я смогу ходить потом в майках. Таких пророческих высказываний я не делала давно, а именно пару дней со времен прошлого влога. Стабильность – это наше второе имя. А точнее имя вот этих вот 3 красавцев. Макс решил заказать себе mushrooms. It's the only vegan version that we had, actually. Not even vegan, just Vegetarian, yeah. А у меня здесь есть неизведанное что-то, но там внутри есть креветки. До отвала мы не наелись, но домой отправились сытые. Теперь перейдем к самой темной части нашего путешествия. Мадрид – самый сухой город в Европе, да? Но какая погода у нас была на следующий день? Правильно, непереставаемый дождь. Мы знали о таком подарке судьбы, поэтому изначально взяли с собой пуленепробиваемые и непромокаемые вещи, которые, спойлер, могут все-таки промокнуть. Конечно, во время этой погоды есть один главный и большой плюс, а именно отсутствие народу. Мы здесь практически единственные на площади. Мы спорим, что это вообще может быть таким. Наши идеи вариируются от волос до ангела и пули. Ну что ж, наша идея с волосами оправдалась. Это 100% голоса. Сюрприз, сюрприз. Отсутствие туристов было неспроста, нам тоже не понравилось ходить в такую погоду, и если девчонки пошли в музей Прадо, который, кстати, до 21 года бесплатный, имейте в виду, то мы решили обойти другие места, и вот вам мой список. Национальная библиотека Испании, основанная в 1711 году, является крупнейшей в стране и одной из крупнейших в мире. В нашем рейтинге она, однако, получила 3 из 10, и вот почему. У нее есть уникальные особенности, а именно красивые лестницы, залы, посвященные истории, музыке, зал Барбири, не путайте, пожалуйста, с Барби, а также постоянная выставка, посвященная Мигелю де Сервантесу, и даже собственный музей. Но фишка в том, что дальше 3 комнат никуда пройти нельзя, и нужно за несколько недель бронировать экскурсию, чего, конечно же, мы не знали. Кампо де Америка 0 из 10, по будням туда не пускают, и мы ничего не увидели. Военно-морской музей 4 из 10, 10, если вы любите корабли. Посвящен он, конечно, истории испанского флота, расположен, да, супер, в самом центре города, вблизи от других крупных музеев и образует так называемый золотой треугольник искусств, в который также входит музей Прадо и музей королевы Софии. Считается, конечно же, одним из самых лучших военно-морских музеев мира и, честно, открыл мне глаза на многое. Я поняла, что я нифига не люблю корабли и туда больше не вернусь. Но так, конечно, занимательно. Не то, что я прям критически к этому
этому всему отношусь, но я небольшой фанат кораблей, как выяснилось, потому что они все находятся вот в таких вот стендах. Это мы в зале больших кораблей. Здесь, конечно, много историй, завоевания и так далее и тому подобное. Но Максу и Штефану, мне кажется, по ощущениям нравится гораздо больше, чем мне. Мы продолжаем наше шествие по ощущениям. Дождь усилился. Мы пробуем еще зайти в 2 культурных центра и посмотреть, куда нас пустят. Институт Сервантес был на очереди, где мы попали на самую странную выставку whatsoever. Ну, посудите сами. Мы так и не выяснили, что употреблял этот художник, но явно что-то сильное и хорошее. Мы переоделись, точнее мы надели дополнительные куртки, чтобы нам было не так холодно здесь ходить, потому что дождь не становится он даже меньше, он становится только сильнее. Так что мы идем сейчас забирать вторую часть нашей команды, которая вышла из музея. Заодно спросим, как им понравилось там или не понравилось. И потом мы планируем пойти на вокзал, смотреть на вот этот вот Tropical House. И нам это все нужно перейти. Моя обувь постепенно тестирует свои границы, судя по всему. Да, мы решили сфотографироваться на память, так как они были в этом музее. Так, Макс у нас главный фотограф. Музей Прадо очень понравился девочкам, и они рекомендуют его от всей души, а душа у них глубокая, прям как лужи Мадрида в этот день. Честно смотрю на эти растения, и мне их с одной стороны жалко, потому что они пыльные. То есть их, видимо, годами никто не протирал, и вот эти вот бедные пальмочки. Зато здесь вот можно пробежаться и пройти, послушать призывные звуки рабочих, которые вот залезают на эти верхушки. Я вообще на них смотрела, и у меня нет боязни высоты, но она резко появилась, когда я на них смотрела. Мы вообще здесь пытаемся найти выход. И, судя по всему, выхода здесь нет. А говоря о том, чтобы найти или найти, мы нашли кафе, в которое мы сейчас пойдем и перекусим. Призывные звуки все еще здесь. Катя заказала здесь себе невероятную красоту. И Макс. А Макс толкает стол. У меня здесь есть стандартный выбор после Италии. Chocolate croissant. Я не смогла пройти мимо и взяла себе холодный карамельный латте. Да-да-да-да-да-да-да. Драма. О май гад. It is капут. Полный капут. Ну как? Даже сластить не надо. Прям уже сладкий сам по себе. У нас есть определенный мим, что я не могу произнести вот это слово. Катя, однако, заявляет, что может. Ка. Ре. Фу. Каррефур. Пока мои любимые друзья разрушают квартиру, я расскажу наши планы на завтра. А более конкретно мы отправляемся... Мы пойдем завтра в центр на free walking tour. У меня есть тут амуниция. В 11 часов мы забронировали тур, так что с утра у нас будет время позавтракать. А сейчас мы, между прочим, планируем пойти в азиатский ресторан, если к этому времени мы все выживем и никто не погибнет от того, что мы кидаем друг друга эти конфеты. Привет. They have drinks, they are happy. Ката у нас заливается фантой. Красота. А Эмили перекинула Максу льда. Выглядит очень шикарно.
какая красота! Оно было нарисовано, но я не знала, что оно отдельно будет здесь. У нас есть вот такие вот. Nicht schlecht, muss ich sagen. Было очень вкусно. Мы, правда, не поняли, что мы ели. Что-то азиатское, но с... Ну, азиатский. Азиатские пельмешки, у меня азиатский суп с примесью каких-то испанских обычаев. Всем доброе утро! Мы в пути на Free Walking Tour. Отправляемся исследовать снова историческую часть Мадрида. Мы все позавтракали, перекусили. Я доела свой вчерашний суп, который я утащила из ресторана. И самое главное, вы видите, голубое небо. Сегодня дождь обещается с 5 часов, но там, по-моему, не просто дождь, там гроза. Поэтому мы пользуемся сейчас этой голубой возможностью. София прикоснулась к попе медведя. Там был хвостик. И надеюсь, он принесет мне удачи. А Макс спокойно может достать до хвостика. Так, Катя, давай. Чтобы принести удачу на математику. У-ху! Мы только что узнали потрясающую историю, как говорится, собираем всякие литературные и фольклорные байки о статую, которой был открыт рот у коня, и получается статуя была пустая, и никто не знал, что в течение 300 лет туда залетали маленькие птички, и в некоторых случаях они просто умирали там, и в итоге в этой статуе собиралось огромное количество вот этих вот тел, и она пахла, они не знали в тот момент, почему она пахнет. И в итоге они думали, что она проклята. И через 300 лет ее сняли, убрали. И в итоге они увидели, что там внутри. Yeah, I like it. Papa? 2 days old. Really good. Say? Yeah? Yeah. Пока могу сказать, что это прям очень классный тур, потому что мы остановились, выпили этот шот, посидели, самое главное. Может быть, не 20 минут, но всего лишь 5. Но этого хватает нам, чтобы вот собрать немножко энергии и пойти дальше. Чем больше мы ходим по центральной такой исторической части, тем больше мы в восторге. Здесь вообще так красиво. И мы только что видели самый старый ресторан в мире. Поросенок, известный поросенок, стоит всего лишь 40 евро. Со самым старым огнем в мире. Ну не старым, а тем, который горит дольше всего. С 1700 какого-то года горит этот огонь. Мы потерли задницу медведя, потерли попу этого человека. Вся удача точно должна быть наша. Столько удачи на моей заднице теперь. Нам очень понравился тур, и теперь мы получили рекомендации. И оказывается, то, что я находила именно вот как место для churros, это как раз самое лучшее, оно самое старое место, где делают churros. Так что 10 минут ходьбы, и мы уже там. They're much better.
месте, в котором были вчера, дождь не становится лучше, он наоборот становится только сильнее. Всем доброе утро! Наш стандартный чекап на пути к метро. Сегодня нас ожидает уже самый последний день. Ну, у нас много всего запланировано. Во-первых, у меня есть потрясающая косичка, которую мне с утра сделала Эмили, за что ей спасибо. Катя отказалась сделать себе косички, хотя они сейчас отправляются на встречу с королем. Да, А именно... у нас важный термин в самом дворце. Мы в дворец не пойдем, мы потом отправимся исследовать парк, который рядом с дворцом. Кстати, у нас сегодня примерно такое же начало дня, как вчера. Голубое небо с одним большим различием, что сегодня не ожидается никакой дождь. Мы отправляем наших красавиц. Очередь, чтобы зайти сегодня в дворец, объективно говоря, гораздо длиннее, чем вчера. Она до туда идет. А чтобы зайти в кафедральный собор, нужно отстоять вот такую вот очередь. A few moments later. Короче, это было вообще непревзойденно. Почему-то очередь в тот момент совершенно не двигалась. И я зашла вот посмотреть и увидела, что огромное количество людей просто заходит в выход. И там, получается, шла служба. Очередь вообще не двигалась. Это, конечно, было не самое лучшее решение в нашей жизни, не самое такое морально-эстетичное, но нам пришлось зайти в выход, потому что иначе бы мы никогда бы туда не зашли, потому что народ до сих пор там стоит. Мы на это все посмотрели так быстренько и ушли, чтобы не занимать место у других людей. Штефан такой говорит, есть выражение я сильный, как дерево. Ну, вот иногда ты такой сильный, как вот это дерево. Я нашла идеальное место. У меня отдышка после такого. Max, how was it? Tiring, to be fair. Magic. Ох, как хорошо быть на земле. Офигенная площадка, она самое главное длинная, продолжается вон до туда, начиная вот с того момента. А это наш прекрасный режиссер и мой собрат по клаймбингу. У нас продолжение спортивного банкета. Май год. А вот ради этих египетских элементов мы сюда и шли. Зайти можно, но для этого нужно зарезервировать билеты и ввести свой ID. Нам не хотелось этим заниматься. Осталось примерно только 3 часа до захода солнца. Нам нужно еще вот пройти весь парк и дойти до платформы, которая закрывается в 8 вечера.
оказался сад роз. Мы зашли в него. Я сижу сейчас на асфальте, потому что скамейка уже вся занята моими любимыми красавцами. Vor allem da hinten. Hast du so ein Bild? Ja. Da hinten ist eine Bank. Was sind das denn? Die andere sieht man aber auch überhaupt gar nicht. Судя по таймингу, мы все еще туда успеваем. На данный момент у нас есть ровно 58 минут, чтобы туда зайти. Зеленый попугай. Дойти мы дошли, а зайти не зайдем. С чувством неисполненного долга мы поедем сейчас на метро, зайдем в наш любимый Carrefour. Carrefour. Сразу видно, мы готовимся к бессонной ночи и набираем кофе про запас. Апдейт. Время 2 часа 26. Мы зачекаутились из квартиры. И теперь 20 минут будем идти в сторону автобуса, потому что метро уже не работает. Все хорошее когда-либо заканчивается, и наша поездка тоже подошла к концу. И мы увидимся с вами в следующих видео. Carrefour.